написал You're writing a book number 34. Сейчас он работает над 34-й книгой, посвященной этой теме изгнание бесов. Вот. Но бесы в этом процессе это не главное. Главное дать людям, принести людям свободу и исцеление внутреннее. Вот. Это основное. Остальное он расскажет по ходу. Даже спасибо сказал. Аллилуйя. Доброе утро. Аллилуйя. This is my favorite time of the year. Сейчас мое самое любимое время в году. My favorite place to be. И это самое любимое место, где я хочу быть в это время. I am so grateful to Bishop Andre Я очень благодарен епископу Андрею for giving me the honor за то, что он оказал мне большую честь of joining you at the Bible College присоединиться к вам в процессе обучения в библейском колледже. for the last week of the year. Последнюю неделю этого учебного процесса. Having the honor of teaching and training you И я получил эту честь обучать и готовить вас. is for me Это для меня большая честь. the most gratifying thing that I do all year long. Это то, что приносит мне наибольшее удовлетворение, наибольшую награду. Don't need to video. You will be going forth from here Отсюда вы поедете, to bring healing, salvation, and deliverance to people. и будете нести людям спасение, исцеление и освобождение. Our desire is to sow into your lives И наше желание сеять в вашу жизнь, what has taken me a lifetime to learn. посеять в вас то, на что у меня ушла целая жизнь, чтобы учиться этому. I describe it this way. Я обычно описываю это так. I have been over 30 years building this automobile. Более 30 лет я создавал этот автомобиль. It's been hard for me. Мне это было непросто. I want to make it easy for you. И я хочу, чтобы у вас это получилось легко. I'm just going to hand you the keys. Я просто даю вам ключи от этого автомобиля. You drive it away. И вы на нем поедете дальше. Now I have some wonderful team members with me. Вместе со мной замечательная команда. They're going to be helping me teach for these 3 days. На протяжении этих 3 дней они будут помогать мне учить вас. I encourage you to take lots of notes. И поэтому я каждому из вас очень рекомендую подробно все записывать And to listen very и carefully. слушать очень внимательно. We're going to be teaching you about exorcism, Мы будем учить вас об экзорцизме. the procedure of deliverance, Мы будем рассказывать вам процедуру изгнания бесов. and how to do inner healing И work. будем рассказывать о том, как приносить людям внутреннее исцеление. There will be some time later for questions, Позже будет время для вопросов. and there is always time for your demons. И всегда будет время для ваших бесов. I'm going to begin this morning with some basic information. Сегодня утром я хочу начать с основ. What do these terms mean? Что означают все эти термины? And how do you put them into practical action in ministry? И как нам найти практическое применение этим вещам в служении? So let's get started. Are you ready? И поэтому начнем. Вы готовы? You open this for me. That's black. That's okay. You would need one to write on the other side. Remember? I'm going to write on this side. You're going to write on that side. We're going to start out with a definition of terms. Мы начнем с определения терминов. And the two most important terms we'll be referring to И 2 самых важных термина, которые постоянно будут встречаться у нас, are the terms deliverance это освобождение
and exorcism. и экзорцизм. I have been credited with bringing the word exorcism back to the Protestant community. Я изучал происхождение термина экзорцизм и дошел до времен to the times of To the Protestant community. до времени начала протестантского движения. 30 years ago, when I started talking about exorcism, 30 лет назад, когда я начал говорить об экзорцизме, some Protestants didn't like it. очень многим протестантам не понравилось это. They preferred the word deliverance. Они предпочитали слово освобождение, служение освобождения. They said exorcism is a Catholic word. Они говорят, экзорцизм это католическое слово, But it is not a Catholic word. но оно не католическое. It's a Christian word. Это христианский термин. And I like the word exorcism И мне нравится слово экзорцизм, because it connects with historic Christianity. потому что оно устанавливает связь с историческим христианством. It also is a good way to connect with non-Christian people. И также слово экзорцизм, использование слова экзорцизм, это хорошая возможность установить контакт с нехристианами. Non-Christians know exorcism, Нехристиане знают, что такое экзорцизм, but they don't understand deliverance. но они не понимают, что такое служение освобождения. Now here are the different ways I define И, this. значит, я эти слова, эти термины определяю по-разному. Exorcism is actually casting out or expelling a demon. А экзорцизм это процесс изгнания беса, демона, нечистого духа. Deliverance is the procedure Освобождение это процедура of restoring emotional, physical, and spiritual health. восстановления эмоционального, духовного и физического здоровья человека. Exorcism is an event that takes place at a certain time. Экзорцизм это событие, происходящее в определенный момент времени. Like you've seen on YouTube. Так как вы видели наверняка на Ютубе. How many of you seen me cast out demons on Кто YouTube? из вас на Ютубе видел, как я изгоняю бесов? My. You are part of my YouTube church. Вы уже члены моей церкви в Ютубе. I must put up more Russian-speaking demons. Мне надо уже больше, наверное, туда русских бесов выставлять, русскоговорящих бесов на Ютубе выставлять. What you see on YouTube is an exorcism. То, что вы видели на Ютубе, это экзорцизм. It happens at a certain place and time. Это то, что происходит в определенный момент времени, в определенном месте. The individual is freed from a demon or a group of demons. Человек получает освобождение от нечистого духа или от нескольких нечистых духов. But deliverance is a process. Но освобождение – это процесс. This process takes time. Процесс, который требует времени, продолжительного времени, достаточно продолжительного времени. Remember, the purpose of the deliverance process is this: Помните, что цель процесса освобождения заключается в следующем. to restore to the individual Восстановить у человека emotional health, эмоциональное здоровье, physical health, физическое and spiritual health. и духовное. That takes time. Для этого нужно время. All of you need to know these processes. Все вы должны понимать, вам всем необходимо понимать, что это за процесс. So to introduce you, I want to talk about 5 basic things that you may encounter. И поэтому для вступления я расскажу о 5 основных вещах, с которыми вы можете столкнуться. When you confront a demon, Когда вы выступаете против нечистого духа, против беса, there are 5 basic things that you are looking for. вам нужно обратить внимание на 5 основных вещей. Does the demon have the legal right to be there? Есть ли у беса, у нечистого духа, я буду всех их демонов
называть одним словом бес, потому что просто и понятно. Значит, есть ли у этого беса законное право? То есть номер один – законное право. Is there a spiritual stronghold in the person's life? Второе. Есть ли духовные твердыни в жизни человека? Пункт номер два – это твердыни. I will explain all of this in more detail in a moment. Все это я объясню более подробно. Does this particular individual Есть ли у этого конкретного человека have any alter personalities? Multiple personalities. множественные личности? Ну, пункт номер три, на что вам нужно обращать внимание. Множественные личности. Пишите, потом поймете. I'm so glad that many of you have watched me on YouTube. Я очень рад, что многие из вас уже видели на Ютубе. You see how this process works. Вы видели, как идет этот процесс. If you haven't watched me on YouTube, you Если should же do it. вы еще на Ютубе не видели, как я бесов изгоняю, вам лучше посмотреть. That is your homework assignment tonight. Это сегодня вам домашнее задание на вечер. Go to my YouTube exorcism channel Зайдите в мой канал на Ютубе and watch me cast out demons. и посмотрите, как я изгоняю бесов. You will see that sometimes I talk to the demon. Вы увидите, что иногда я разговариваю с этим бесом. I speak very strong and stern to that demon. Я очень так настойчиво, очень так резко говорю с ним. But sometimes I'm talking to a human part. Но иногда я говорю с человеческой частью, This alter personality. с этой двойственной или множественной личностью. And you'll see me put my arm around the person and give them a hug. Вы можете увидеть, как я обнимаю этого человека. And talk, for example, to a small child inside their mind. И я, например, разговариваю с маленьким ребенком, который продолжает жить в разуме этого человека. Now, the fourth thing that you may encounter Четвертое, с чем вы можете столкнуться в этом процессе, is the identity of an ancestor. это личности предков. То есть номер 4 – это предки этого человека. This teaching is unique to our ministry. Ну, sorry. This is unique to our ministry. Эти вещи уникальны для нашего служения. I really don't know of any other ministry that has pioneered this understanding. Я, в принципе, не знаю никакого другого служителя, который бы первым принес все эти идеи. Now, many ministries are following and copying what we do. Многие служения следуют нашей схеме и подражают нам. Because they've learned this is an important part of deliverance and exorcism. Потому что они по опыту научились, что это важные вещи процесса освобождения и изгнания бесов. And we'll explain this in detail later. И мы позже все это подробно объясним. There's a fifth thing you are looking И for. потом вам также нужно обратить внимание на наличие пятого фактора. And that's what we call a transferred soul. Это перенесенная душа. Номер 5 – перенесенная душа. The ancestor is someone who is dead in the past. Значит, предок, вот номер 4, предки, это человек или люди, которые уже умерли. The transferred soul is someone living from the present. А перенесенная душа – это человек, который живет в настоящее время. You're going to meet Savannah in just a few minutes. Через несколько минут на сцену выйдет Саванна. She and I were working with a lady recently who comes from Africa. Недавно мы вместе с ней служили одной женщине, работали с женщиной, которая приехала из Африки. As we ministered deliverance to her, several different personalities would speak out of her И body. когда мы служили ей, то в этом процессе несколько разных личностей говорили через нее. Eventually, we identified about 20 different personalities. В общем, в конце концов, у нас получилось 20 разных личностей. They had these strange, long Swahili names. У них
были очень длинные, странные имена на языке суахили. It turned out each of these 20 names that we discovered И эти 20 различных имен, которые мы узнали, was the name of an individual witch doctor. это были имена различных колдунов, 20 different witch doctors had cursed her. которые прокляли эту женщину. And through black magic put parts of their soul into her. И посредством черной магии передали часть своей души этой женщине. These soul parts from the witch doctors lived inside her mind. И эти души, вот эти части души этих колдунов жили в этой женщине, в ее разуме. This was a means of controlling her. Это были способы контролировать ее. I'm going to erase this in a moment, Я буквально через минуту сотру это все. so make sure you understand this. Поэтому нужно, чтобы у вас это было, чтобы вы это записали и чтобы вы это понимали. These are 5 basic things that you're looking for as you begin the process of deliverance. Когда вы начнете служить человеку в процессе освобождения, это 5 основных вещей, на которые вам нужно будет обратить внимание. Does the demon have the legal right to be there? Есть ли у беса законное право находиться в этом человеке? Is there an emotional stronghold in the mind? Есть ли в разуме этого человека эмоциональные твердыни? Has trauma in their life created multiple or alter personalities? Могло ли произойти в жизни человека какое-то травматическое событие, из-за которого в человеке сформировались множественные личности? Is there the memory of an ancestor living inside their mind? Или в человеке продолжают жить воспоминания его предков? Is there part of the soul of a living person trying to control them on the inside? Или у человека есть части души других людей, которые живут сейчас, чтобы контролировать этого человека? This would happen through what we call a soul tie or soul bond with a person. Перенесенная душа, чаще всего источником ее являются душевные связи. So as I begin the exorcism И process, когда я начинаю процесс освобождения, I first want to know, does the devil have the right to be there? сначала я выясняю, есть ли у беса законное право находиться там, Whether or not he has the legal right, does he have a stronghold in their emotions? потом, независимо от того, есть законное право или нет, мы разбираемся, есть ли эмоциональные твердыни у человека. This is how we describe it. Вот так такое определение мы этому даем. A legal right is how the devil gets inside you. Законное право – это то, как бес проник в человека, как он попал в него. You commit some sin. Человек совершил какой-то грех. You contact the psychic or the witch doctor. Человек пошел, встретиться с колдуном или с каким-то экстрасенсом. Or your ancestors committed some evil. Или предки сделали какое-то зло. In Kharkov on Saturday night, В субботу вечером в Харькове I did an exorcism on a woman. я изгонял бесов из одной женщины. The demons were in her because of her ancestors. И бесы были в ней из-за ее предков. They had sacrificed to Satan Они принесли жертву сатане many, many years ago. много лет назад. So that gave a right for the demons to be in the bloodline. И это дало бесам право оставаться в этом родстве и передаваться по наследству. But once the demons get inside, Но когда бес проникает в человека, they need to be able to stay inside. бесу необходимо что-то, чтобы он мог остаться. That is a stronghold. Это твердыни. Now, a legal right is described in Job chapter 1. О законном праве мы можем прочитать в книге Иова в 1 главе. The devil wanted to attack Job. Дьявол хотел атаковать Иова. He was protected by God. И Иов имел защиту от Бога. He was trying to get permission to attack Job. И
Дьяволу нужно было получить разрешение на то, чтобы его атаковать. The legal authority to attack his life. Получить законную власть, законное право атаковать его. But once the demon gets in, Но когда бес проникает the stronghold allows him to stay в in. жизнь человека, то твердыни дают возможность бесу оставаться там. 2 Corinthians chapter 10, beginning in verse 3, describes this. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, начиная с 3 стиха. Вот там это описано, это все. That passage speaks of pulling down strongholds. Этот отрывок, это место Писания говорит о ниспровержении твердынь. And making your thoughts obey Christ. Когда мы наши мысли приводим в подчинение, в послушание Христу. So that stronghold is inside the soul. И поэтому твердыни находятся в душе человека. Your thoughts. Это ваши мысли. Your emotion. Это ваши чувства, ваши эмоции. Once the demon gets inside, когда бес проник в человека, he tries to exploit any multiple alter он personalities. пытается, бес делает все возможное, чтобы задействовать различные личности, множественные личности в нем. Savannah will tell you more about this in a moment. Саванна очень скоро вам об этом расскажет больше. These alter personalities Множественные личности are usually the result of trauma and bad things. обычно возникают в результате какой-то травмы, какого-то травматического события в жизни человека или Some травма, bad things. или чего-то плохого, что с человеком произошло. So before you can get to the demon, И поэтому до того, как вы доберетесь до беса, you might have to work with the alter personality to heal it. вам, может быть, будет необходимо работать с множественными личностями, чтобы они получили исцеление. You might have to work with the soul memory of an Или ancestor. вам нужно будет работать с воспоминаниями предков, которые продолжают жить в душе человека. Or like the woman from Africa, Или как у той женщины из Африки, о которой я рассказал, you might have to work with the soul part of a living person. вам, может быть, нужно будет разбираться с частью души человека, который живет сейчас. Now let me give you one more basic thing that you need to know when you start doing И deliverance. давайте я сейчас назову вам еще одну вещь, базовую вещь, которая вам нужна, когда вы начнете служить человеку в освобождении. You can already see it's much more complicated than you realize. Вы уже можете, я думаю, на основании того, что я рассказал, вы уже можете увидеть, что все не так просто, как нам казалось. Some people think exorcism and deliverance is screaming loudly at the demon. Некоторые думают, что экзорцизм и освобождение – это орать громко на беса. Grabbing him and shaking. Когда ты хватаешь его, трясешь. Come out, come out, come out. Выходи, выходи. Sometimes you do that. Иногда такое нужно делать. But if you watch me on YouTube, Но если вы посмотрите, как я на Ютубе это делаю, you see I'm like a surgeon performing an operation. вы увидите, что я как хирург, который делает операцию. Do you understand that? Понимаете? So that's how I want to teach you. И поэтому я хочу именно так вас научить. Now, one more thing I want to walk through here. Еще одно я хочу сейчас с вами обговорить. Before you jump in to cast out the demon, До того, как вы уже наброситесь на беса и будете его изгонять. unless the situation is so violent you have to, Если нет необходимости поступить именно так, делать вот это, there are 5 basic things you should try to find out. есть 5 основных вещей, которые вам нужно узнать. Now, the exorcisms that you see on YouTube Экзорцизм, который вы на Ютубе можете посмотреть, are situations where it's live and it's happening. это ситуации, когда все вот происходит прямо сейчас. I don't always have time to do it properly. У меня не всегда в этих случаях есть время сделать все правильно. I have to deal with the situation just as it happens. Я должен разбираться с ситуацией, с такой, как она возникла в данный момент.
But if you are in Christian ministry Но если вы в служении, and you suspect someone has a demon, если вы подозреваете, что в каком-то человеке есть бесы, or they come to you and think they have a или demon, человек приходит к вам и думает, что у него бесы, then you have more time. тогда у вас для работы с ним есть больше времени. You must ask lots of questions. Тогда вы должны этому человеку задать множество вопросов. You must find out what's going on. Вы должны попытаться разобраться, что происходит. So here are 5 basic things that I want you to find out. Значит, вот 5 вещей, которые вам нужно будет узнать у человека, с которым вы работаете. To find out from a person that they work with. The person. Yeah. The first thing I want you to find out is their spiritual history. Первое, что вам нужно узнать, это духовная история человека. Ask a few questions. Задавайте вопросы. Are they a Christian? Христианин ли этот человек? Do they go to church? Ходит ли он в церковь? How long have they been a Christian? Сколько времени он уже христианин? Are they walking with the Lord now? Сейчас у него нормальные отношения с Богом? Духовная история номер 1. Have they been involved in any other religions? Занимался ли этот человек какими-то другими религиями? You're trying to discover what their spiritual outlook is. Вы пытаетесь разобраться, какое духовное состояние у этого человека. How they think about spiritual things. Как он воспринимает духовные вещи. Second, you want to know their personal history. Второе, вам нужно знать like biography, so to say, биографию этого человека, его личную историю. Sometimes I ask basic questions. Иногда я задаю очень такие простые вопросы. How old are you? Сколько лет тебе? Women never like to answer that Ну, question. женщинам никогда нигде не нравится отвечать на такой вопрос. But it's important. Но это важно. The older you are, Чем старше человек, the stronger the demon will be. тем сильнее будет бес в этом человеке. The demon has had more time to build strongholds in your life. Потому что у беса было больше времени, чтобы построить твердыни в его жизни. That's why we must get rid of all your demons in the next 3 days. Вот почему за эти 3 дня мы должны избавиться от всех ваших бесов. While you're still young. Пока вы еще молодые. Do you have children? I ask them. Я спрашиваю человека, у вас есть дети? Are you married? Вы женаты, вы в браке? Or do you have children and you are not married? Или у вас были дети, и вы не в браке сейчас? What was your family like? Какой была ваша семья? Were you adopted? Были ли вы усыновленным ребенком? Did you have biological parents? Есть ли у вас биологические родители? Did your parents divorce when you were a child? Как жили родители? Развелись ли они, когда вы были ребенком? Did your parents love each other? Любили ли они друг друга? Did they show love to each other? Проявляли ли они любовь друг к другу? Did you feel love from your parents as you were growing up? И когда вы были ребенком, чувствовали ли вы любовь от своих родителей? If you were divorced, why did you divorce? Если человек развелся, я спрашиваю, почему произошел этот развод? Was there violence with your spouse? Было ли насилие со стороны супруга или в отношениях супруга? Was there emotional pain of some kind? Или была ли какая-то эмоциональная боль? Do you understand what I'm trying to discover? Понимаете, что я пытаюсь выяснить? The more I know about this person, Чем больше я знаю о человеке, the more I understand how Satan has worked in their lives. тем лучше я понимаю, как дьявол работал в его жизни. The third thing I want to know is this. Третье, что я хочу знать, Psychological history. психологическая история человека. Вот биография можно написать, чтобы было понятнее, история жизни. Do they have any emotional problems? Психологическая история – это есть ли у человека эмоциональные проблемы? Are they on any psychological medication? Или, может быть, человек принимает какие-то
как они называются-то? Психотропные вещества. Have they ever been put in a mental institution? Был ли человек когда-либо в психиатрической лечебнице? Have they ever seen a psychologist or a psychiatrist? Или посещал психиатра или психолога? For example, they may currently be under the care of a psychiatrist. Например, человек может находиться в данный момент, когда он к вам пришел, под наблюдением психиатра. In most cases, you may have an ethical problem. В большинстве случаев вы тогда будете сталкиваться с этической проблемой. If a doctor is taking care of them, Если врач в данный момент наблюдает этого человека, работает с ним, you may not want to interfere with that process. вам, скорее всего, не нужно будет, неправильно будет, чтобы вы вмешивались в этот процесс. That could actually get you into legal trouble. И это для вас, если вы будете стараться как бы вмешаться в этот процесс, это может создать проблемы юридического характера для вас. If they tell you that they are on many medications, Если человек вам скажет, что он принимает там такие-то вещества, такие-то лекарства, that tells you something. это вам что-то говорит, It will be hard to get to the demons. то вам будет в этом случае тяжело добраться до бесов. Demons are very emotional. Бесы очень эмоциональны. But when someone is on Но medication, когда человек принимает лекарства, they are like он this. такой медленный. They don't have many У emotions. него эмоций мало. It will be very hard Будет очень трудно to get the demons to respond. сделать так, чтобы бесы реагировали. These are very important things to know. Это очень важные вещи, которые вам необходимо знать. Two other things Есть еще две вещи. will be very helpful. Они будут очень полезны для вас. Do they have trauma and hurt and pain in their past? Если в жизни происходили ли в жизни человека травматические события, так назовем, то есть те события, которые причинили человеку сильную боль или нанесли какую-то травму. This will give you some clues. Это даст вам возможность понять эти вещи. How to understand Это, how the demons got это them. поможет вам понять, как бес попал в человека. For example, Trauma means more emotional than physical, or like that. Both. Ну, травматические события означают вещи любого рода, какие-то эмоциональные потрясения, даже там, я не знаю, физические травмы, то есть любые. То, что, ну, как бы из ряда вон выходящее в жизни человека. let me give you an example. Приведу пример. If a woman comes to me and tells me Приходит ко мне женщина, например, и говорит, that she has been raped or molested many times, что она неоднократно переживала изнасилование. I know there is a very good possibility she has demons. Я предполагаю с большой вероятностью, что у нее есть бесы. That kind of trauma opens people up to demons. Потому что такая травма делает человека открытым для бесов, доступным для бесов. If a man says to me, Если мужчина мне говорит, my father beat me badly when I was a child. мой отец бил меня сильно, когда я был ребенком. He never loved me. Он меня никогда не любил. He always said mean things to me. Он всегда мне говорил плохие вещи. That is a door open to demons. Это дверь, открытая для бесов. The more trauma, Чем больше травм, чем больше травматических событий, the more demons. тем больше бесов. These are all clues to help you understand what to look for. Это все ключи, все вспомогательные вещи, которые помогут вам. And the fifth thing you look И for, пятое, на что вам нужно обратить внимание, what are their symptoms какие симптомы есть у человека. that they have a demon? Симптомы присутствия в нем бесов. Why do they think they have demons? Почему, на основании чего человек предполагает, что в нем бесы? Let me give you an example. Пример приведу. Yesterday in Novomoskovsk, Вчера в Новомосковске
Yesterday afternoon I did an exorcism. Вчера днем я изгонял бесов. The lady came forward for prayer. Женщина вышла вперед, чтобы мы молились за нее. I could see the demons in her eyes. Я в глазах ее мог видеть бесов. But I wanted to know what she felt. Но я хотел знать, что она чувствует. I said, "Why did you come forward for prayer?" Я спросил ее, а почему ты вышла вперед на молитву? Here's what she told me. И вот что она мне сказала. While you were rebuking the Она говорит, demons, когда ты там, значит, запрещал нашим бесам, my hands went numb. у меня руки онемели. That can be a symptom. Это может быть симптомом They присутствия feel беса. something happening in their body. Человек пережил, почувствовал что-то необычное, происходящее в его теле. Sometimes a disease that the doctors cannot cure. Иногда симптомом является неизлечимая болезнь. И врачи, или даже вроде бы излечимая болезнь, но доктора не могут от нее избавиться. They may say, "I hear voices in my Или head." человек говорит, я слышу голоса. They may be mentally ill and have schizophrenia. Может быть, у человека шизофрения, у него психическое расстройство. Or they may have those alter personalities inside. Или у человека множественные личности. Or the voice of an ancestor in their head. Или у него там кто-то из предков в голове говорит. If they describe some kind of torment, Если человек говорит вам, описывает какое-то страдание, которое он переживает, or tell you that they see demons, или он говорит вам, что он бесов видит, listen carefully. слушайте внимательно, The symptoms will help you to understand, потому что симптомы помогут вам понять, is this person suffering from mental illness, что с человеком происходит, страдает ли он от какого-то психического расстройства, or is there enough evidence they have demons? или это достаточно свидетельство, то, что вот у него происходит, это в достаточной мере свидетельствует о том, что в нем бесы. Deliverance is a bit like Sherlock Holmes, the famous detective. Освобождение, служение освобождения, это как быть детективом, как Шерлок Холмс. Or Doctor Who. Доктор Ху? Doctor Who. Who is Doctor Who? They know who Doctor Who is. Доктор Ху такой, знаете, кто такой? Кто-то... Ah! Ha! Хаус. Он... Что ты мне паришь? Хаус есть хаус. Везде. Про детективов говорим мы. Окей, ладно, неважно, давай. Доктор. You are on a journey Ладно, вы в процессе, у вас путешествие, to discover чтобы выяснить, where the devil is working in this чтобы person's life. расследовать, где в жизни этого человека спрятался бес. Now there's so much to tell you. Есть очень много всего, что я бы мог вам сказать. So many things you need to know. Очень много всего, что вам нужно знать. I am going to erase Я это this. сотру сейчас, поэтому быстро запишите. Если So кто take не your notes записал, quickly. быстро записывайте все, что надо. Можете на английском писать, тоже But полезно. fortunately we have 3 days. Но, unfortunately, Fortunately. но, к счастью, у нас 3 дня есть. So we have plenty of time to answer all your questions. Поэтому у нас времени достаточно, чтобы ответить на все ваши вопросы. Now I want you to know something very important. Сейчас я хочу, чтобы вы узнали что-то очень важное. The soul. Душа. How does Satan work in the soul? Как дьявол работает в душе? The soul is you, Душа – это вы, your personality, это ваша личность. the unique person that God created. Unique, unlike Вы anything else. уникальная личность, уникальное существо, сотворенное Богом. Your feelings, Ваши чувства, your emotion, ваши эмоции that's where Satan works the most. – это то, где дьявол работает больше всего. And I have someone who's going to come and talk to you about that. И у меня есть человек, который сейчас выйдет и об этом вам расскажет. When I was here last year, I brought some friends with me. Когда я был в прошлом году на библейской школе, я с собой привез своих друзей. The world famous 3 teenage exorcists. Звезды, мировые звезды, подростки-экзорцисты. Now 2 of them are in college now. Двое из них, из 3,
сейчас учатся в колледже, including my oldest daughter, Bryn. включая мою старшую дочь Брин. They had such a wonderful time last year. Им в прошлом году здесь очень понравилось. They are so sad they could not be here again. Они так жалеют, что не смогли поехать в этом году. But we do have one of them. Но одна из них все равно приехала. She too attends college, Она тоже учится в колледже, but she is on break. но сейчас у нее такие каникулы своеобразные. And that one teenage exorcist is with us. И одна из подростков-экзорцистов сегодня с нами. I will tell you a secret. Я поделюсь с вами одной тайной. They call them the teenage Они exorcists, называют их подростки-экзорцисты, but Savannah is no longer a но teenager. Саванна уже не подросток. She is 22. Ей уже 22. But since the others are Но teenagers, другие еще подростки пока. we just call, yes, they still are, Окей, но for a few more months. no arguing. Она говорит, они уже не подростки. Он говорит, нет, еще несколько месяцев подростки. See what happens when I have these ladies with Видите, me? что происходит, когда они со мной, а? They argue with Они me. спорят со мной. I am the exorcist. Я экзорцист. You do what I say. Будете делать то, что я скажу. Ладно. So I bring you greetings И поэтому я передаю вам привет from my daughter от Bryn моей дочери Брин and her best friend Tess. и от ее лучшей подруги Тесс. And I want you to welcome her other best И friend, я хочу, чтобы вы поприветствовали сейчас Savannah. мою Come here, Savannah. другую подругу моей дочери Саванну. Good morning. Доброе утро. I'm so honored to be here. Most of you know Natalia. Для меня большая честь присутствовать здесь, и многие из вас знают Наталью. We have been given the opportunity to share with you one of the most important aspects of the deliverance ministry. И сегодня у меня есть огромная честь рассказать вам об одном из самых важных аспектов в освобождении. We're going to be talking about altars. И мы будем говорить о альтернативных личностях, о множественных личностях. Altars are very important because, as Mr. Larson or Reverend Larson said, Множественные личности очень важны, так как уже до этого сказал пастор Боб. Satan attacks people in their soul. Дьявол атакует людей в их душе. Now, I know that throughout this week we're going to be using some big terms. И во время того, как я буду рассказывать вам, мы будем использовать определенные термины. So I want to break down some of this terminology. И хочу вас немножечко ввести в курс этой терминологии. Okay, so think of this circle as a person. Давайте будем считать, что вот этот кружочек This это is you, личность, это вы. okay? And the way God created us, He divided us into 3 parts. И когда Бог сотворил нас, Он разделил нас на 3 части. This is the body, Тело, right here. Ah! Oh no! Body, this is your spirit, это ваш дух and this is your soul. и ваша душа. Now, when you become a Christian, Когда вы The Holy стали Spirit христианами, Дух Святой comes into this part of you. вошел в эту часть вас. This is where the light of Christ fills. Это то, где свет Иисуса Христа наполняет вас. Until you receive Christ, this part of you is dead. И до момента, пока вы не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, эта часть вас, она была No, you're мертва. fine, you're fine. I'll pick it up later. Спасибо. Thank you very much. So when you accept Christ, this part of you comes to life. И поэтому, когда вы принимаете Иисуса, эта часть вас оживает. This is a part of your body where the enemy can attack, and right here in your soul as well. Враг же может атаковать ваше тело и вашу душу. Okay.
Mr. Larson is a perfectionist. А пастор Боб Ларсон перфекционист. Поэтому He is the попросили real его exorcist. Он на самом деле экзорцист. And I respect him. Я уважаю его, But we wanted to make sure that he felt good about getting that word out of the way. и поэтому специально для пастора Боба мы стерли вот ту надпись «душа». Wrong color ink. Я тоже уберу. Now, I want to focus on this part right here. I'm marking it in red because this is what we're going to focus on. И я хочу, чтобы мы Yes. акцент сделали вот на вот этой части. Мы So this обозначили part- красным. Of your soul Это часть вашей души, is what we refer to as an altar которую мы называем множественной личностью, либо альтернативной or an личностью. alternate personality. Альтернативной личностью. Now, an altar is a part of your soul that holds all of the hurts and woundedness that you have experienced from past trauma. Альтернативная личность — это часть вашей души, которая хранит в себе боль или воспоминания о тех травмах, которые произошли с вами, плохих событиях, перенесенных вами. And to give you some further definitions, you're going to hear us use the words switch, И еще один термин — это переключение, core personality, основная личность and the word up. и та личность, которая появляется вместо основной личности. Your core personality is the main identity that Christ has given you. It's your soul. Основная личность, главная личность — это то, что вам дал Иисус Христос, это вы, ваше сознание. And when we say that an altar came up, that means that it is manifesting. It is sharing vocally the expressions of its pain. И когда мы говорим, что альтернативная личность проявляется, мы подразумеваем, что она говорит, выражает свои эмоции и что-то пытается донести нам. Something that you need to understand is that there can be multiple altars in one person's soul. Вы также должны понимать, что в одной личности могут быть множественные личности. В одном человеке может быть много других личностей. So your soul can actually section off in many different parts, each holding different emotions. Поэтому фактически ваша душа, она может быть разделена на много таких вот отрезков, да, назовем альтернативных личностей, где могут храниться различные эмоции. A common example of this is when a woman experiences abuse. Самым распространенным примером является, когда женщина подвергалась насилию. There is a part that is sad and wounded and hurt from this experience. И у этой женщины есть часть ее души, которая испытывает боль и все негативные эмоции, связанные с этим насилием. But then, what we also find sometimes is that she creates another part of herself that is angry and wants revenge. И очень часто мы обнаруживаем, что также в этой женщине может быть другая часть Do души, you see которая the difference злится there? и хочет, жаждет мести, хочет Two мести. totally different emotions. То есть два разных чувства, две разных эмоции. Okay, now moving on to how the enemy can exploit altars. И дальше я хочу рассказать о том, как враг может использовать множественные личности. All the enemy needs is to tap into an emotion. Все, что нужно дьяволу, это просто напасть на какую-то эмоцию, то есть взять какую-то эмоцию. Through abuse, Это может произойти через насилие, through abandonment, через отверженность, through any kind of trauma. через любую психологическую травму. And if a person